Добро пожаловать на канал кулинарных рецептов «Это вкусно». Сегодня я расскажу, как приготовить очень вкусный пирог из песочного теста со сливами и сметанной заливкой. Он очень похож на цветаевский пирог, только тот готовится с яблоками. Конечно, для начинки вы можете взять практически любые фрукты или ягоды, но я просто обожаю пирог со сливами. Вкуснее него сложно что-либо представить. Пирог этот достаточно простой, вкусная песочная основа, много-много слив и заливка, для которой вы можете взять не только сметану, но и натуральный йогурт. Обязательно приготовьте этот пирог. А пока, чтобы не потерять рецепт, подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик. Тогда вы точно не пропустите следующие видео. И, конечно, я жду от вас комментариев и лайков. Итак, для теста мне понадобится 250 грамм муки, 8 грамм разрыхлителя, 100 грамм сливочного масла, 1 яйцо, 50 грамм сахара и щепотка соли. Соединяю яйцо, сахар и щепотку соли. Смешиваю до однородности. Долго взбивать не нужно. Перемешиваю муку с разрыхлителем. К этой смеси добавляю холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и измельчу блендером в крошку. Можно порубить ножом, а можно масло обвалять в муке и натереть на терке, как вам удобно. Должна в итоге получиться вот такая крошка. Добавляю в эту смесь перемешанные яйца и соединяю обе смеси. Долго вымешивать ничего не нужно, чтобы масло не начало таять, особенно если вы делаете все вручную. Перекладываю тесто на коврик и соберу его в шар. Я даже дополнительно не присыпаю стол мукой, но если у вас возникнет такая необходимость, то немного добавьте муки. Все киши, тарты и пироги из песочного теста я выпекаю вот в такой перфорированной форме со съемным дном. Это очень удобно. Ее диаметр 26 сантиметров. Раскатываю корж чуть больше, чем диаметр дна, чтобы получились бортики, и переношу его в форму. Прижимаю корж к бортикам и лишнее тесто срезаю, чтобы получился идеально ровный край. Ставлю форму минут на 15-20 в морозилку, духовку включаю на разогрев до 190 градусов и займусь начинкой. Для начинки я взяла 250 грамм сметаны, 100 грамм сахара, 20 грамм кукурузного крахмала, 2 яйца, ванилин или любой ароматизатор, 500-600 грамм слив. Соединяю ванильный сахар с сахаром и крахмалом и перемешиваю. Добавляю эту смесь к яйцам и взбиваю до пышности. Масса должна побелеть и увеличиться в объеме. Отправляю туда сметану. Она у меня жирностью 15%. И все хорошенько смешиваю. Теперь очередь начинки. Сливы разрезаю пополам, удаляю косточку, а дальше в зависимости от их размера нарезаю на 4-6 частей. Сливы, конечно же, лучше брать плотные, чтобы они сохраняли форму. Сливы я нарезала. Кстати, у меня на канале есть цветаевский пирог с яблоками. Ссылку оставлю в описании под видео. Смотрите и готовьте. Достаю из морозилки тесто, укладываю сливы плотно друг к другу. Чем больше слив, тем вкуснее пирог. Заливаю все сметанной заливкой. Количество заливки как раз хватает на эту форму. Она не должна доходить до верха 2-3 мм, так как при выпекании она еще поднимется.
Отправляю пирог в разогретую до 190 градусов духовку на 50-60 минут. В моей духовке пирог печется ровно час. Достаю его и дам форме немного остыть. Примерно через час извлеку пирог из формы. Сделать мне это очень просто. Посмотрите, какая красота! Можно пробовать пирог уже сейчас, но я очень люблю его полностью остывшим. Начинка застывает и стабилизируется, получается очень вкусно. Пирог я испекла вечером, поэтому разрезаю уже утром. Вот такой пирог получается в разрезе. Он очень нежный, ароматный и очень-очень вкусный. Сливовый однозначно лучший. Очень рекомендую. Я уверена, что вам тоже понравится. Обязательно попробуйте. И не забывайте следить за нашими следующими выпусками. Ну и, конечно, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал и поддержите меня лайком.